Ace Magic Vista мини-ПК V1. Вот смотри, Ace Magic Vista V1 мини-ПК на процессоре Intel N150. Наконец-то на настоящем Intel N150, который разгоняется, действительно, именно показывает турбобусте 3,6 ГГц, 16-гиговый, 512 гигабайт SSD SATA 600, хотя можно поставить и NVMe, он поддерживает с различными портами, но давайте мы сначала с вами пойдем его распакуем. Вы перед этим подпишитесь на наш канал, нажмете колокольчик и ссылки в описании под видео на этот мини-ПК. Потом посмотрим, сколько стоит и пойдем тестировать. Так что давайте так, на канале Технозон пошли распаковывать. Итак, Ace Magic, пожалуйста, смотрите, это Vista Mini. Выглядит очень интересно. Спереди два Type A третьего поколения, третьей версии. У нас есть аудио вход или выход 3.5. Также тут у нас Llama J45, пожалуйста, на 1000 мегабит. Ну, мы его проверяли, 1000 мегабит, честно, тут больше интересны Wi-Fi модули. Отверстие под замочек Kensington, DisplayPort, HDMI-чик, 2 LAN порта. Дальше все. Тут у нас, видите, есть диффузоры охлаждения. Снизу есть крепление. Крепление у нас идет под... Ну, во-первых, давайте посмотрим, сколько у нас блок питания. У нас блок питания на 30 Вт. В принципе, энергоэффективный. С этим хорошо. И у нас еще в комплекте есть крепление для монитора, HDMI и вот такие вот крепления. О, это значит... Знаете, что значит эти желтенькие винтики? Это значит, что сюда можно поставить дополнительные SSD-шники. Сейчас пойдем смотреть. Сейчас мы его разберем. Больше там в комплектах смотреть нечего, в принципе, это свое. Давайте убираем ножки. Глубокая посадка винтов. Очень глубокая. Прям... Там они вообще есть? Да, есть вроде как. Совсем глубоко усадили. Давайте убираем. Да, вот как люблю. Вот зачем вот эти вот прятать винтики, не понимаю. Они ни на что не влияют. И снизу их никто не видит. Ладно, еще и винтики не длинные, получается. 4. Ой, смотри, какие малыши вообще. Светлые. А как его разобрать теперь? Есть. Лайфхак наш применим. Нифига. Слишком короткий лайфхак. Слишком короткие винты. Сейчас мы... О, все равно вскроем. Есть. Смотрите. Что у нас тут стоит? Так, допку ставить не можем, но, скорее всего, можем заменить. Заменить можем. SATA, ну, короче, сейчас посмотрим, что у нас там пишут. Есть один модуль на 16. Такой вот памяти. Одноканальный. 16 266 2666 мегагерц. Написано Kings. Шо? Константин. Нет, там написано Кин. Золти. Под Кингстон. Да. Да. Под Кингстон, короче, красавцы. Ну и есть вот такой вот тоже китайский SATA 3 SSD. Очень интересно, сейчас надо почитать, что они там. Модуль Wi-Fi распаян на плате. Да, распаян на плате. Вот здесь вот к нему провода идут. Да, он в распайке. Но, ребят, вот так вот показал вам. Давайте уже сейчас мы будем его подключать, настраивать и тестировать. Переходим. Увидели распаковочку, да? Я его тут как подкидываю. Он легкий. И стоит он, я его покупал на Амазоне, я вам честно скажу. Ну и $209 он не обошелся. Хотя на Алиэкспрессе есть огромное количество вариантов на N150. И я вам закину в описании под видео ссылку и на оригинального вот этого вот Ace Magic, и на его аналоги на Алиэкспресс, если вы, допустим, не знаете, ну, как покупать на Амазоне, либо вообще на Амазоне ничего не покупаете. Но что пишет сам по себе производитель? Давайте посмотрим. 3,6 ГГц, 16 гигабайт DDR4, 512 ОЗО, это, 512 SSD. Это мы все с вами поняли. Intel N150, 4 ядра, 4 потока, 6 мегабайт кэш третьего уровня. И поехали. Что тут мы еще видим? Ну, порты мы с вами уже посмотрели. Кстати, NVMe-шечку поддерживает. Мы с вами вот наконец-то и увидели это официально. А больше ничего и нет. Поэтому нам ничего не остается, кроме того, как идти и тестировать его. Ну что ж, ребят, достаточно интересные решения сейчас появляются. На Алиэкспрессе эти варианты дешевле. Поэтому
Ну, а вот, кстати, есть, смотрите, на 1 терабайт еще вариант за 249. Но я думаю, что тут надо уже NVMe-шку ставить. Короче, переходим, тестируем, потом делаем выводы. Наконец-то я увидел номинальную частоту N150 и могу подтвердить, что здесь стоит именно N150 процессор. До 3.6 он реально разгонялся, в отличие от N100, который до 3.4, потому что мы тут делали обзор продукта одного мини-ПК, и там было заявлено N150, но выше 3.4 я там так и не увидел. И, кстати, по производительности он не выделялся. А здесь, я вам скажу, он в среднем больше, чем мини-ПК на N150 набрал. Он набрал 3000 средний, если тут брать уже по продуктивности, что вот начнем, кстати, с PC-Mark. PC-Mark это тест, который показывает, что конкретно может этот компьютер и для чего его можно использовать. Так вот, его можно использовать для видеоконференц-связи, отлично можно использовать. То есть у нас 30 FPS в среднем на различных, то есть проигрывание, вот если брать аппаратное ускорение, 30 FPS аппаратка, 41 аппаратка, 30 FPS аппаратка. Это значит, что у нас то есть проигрывание собеседника плюс Face Detect плюс все остальное будет в нормальных показателях FPS. Вы спокойно сможете общаться при подключении внешней камеры. Плюс старт приложений у нас отличный, быстрый, исчисляется секундами. Веб-браузинг исчисляется секундами. То есть вы можете здесь смотреть, допустим, видео онлайн, то есть до 4К у нас ютубчик показан. Ну вот VP9 это фактически то, что используется в YouTube. H264 это онлайн-видео, по сути 4К, вы здесь можете просматривать фильмы. Потому что фильмы все идут в 24 FPS, здесь 30 FPS показывает. То есть отлично, с этим отлично. По редактированию документов. Вот здесь я, честно вам скажу, тоже увидел улучшение по сравнению с N100, потому что вот первый пункт, который 4973 балла, это нормальный, хороший показатель для рабочего компьютера. И здесь мы видим какие-то секунды, полсекунды, это все там копирование данных, оценивается открытие документа, закрытие, редактирование ячейки. Но здесь есть очень такая классная строка Recalculate Monte Carlo, по которой я могу оценить, насколько компьютер подходит для рабочих каких-то моментов. Так вот, Recalculate Monte Carlo здесь 123 секунды. N100 тянет начиная от 170 до 200 секунд, рекалькулирует вот этот Монте-Карло огромную базу данных. Здесь реально быстрее, и мы это видим. Хорошо, то есть здесь он 150. Работает быстрее. Для работы, допустим, с таблицами он отлично подходит. Написание документов все исчисляется секундами. Фото редактирование. Да, пожалуйста, редактируйте. 3600 баллов, отличный вариант. А вот рендеринг, например, того же видео в 20 FPS, ну, такое себе, то есть графики, да, там. Либо редактирование на лету видео здесь не подходит. 21 кадр это очень мало. Нужно хотя бы там 30 кадров. Хотя бы минимально 30 кадров для того, чтобы что-то качественно помонтировать, и то через прокси. Ну нет, для видеоредактирования я бы не советовал данный мини-ПК. В целом он неплох. Давайте по тепловому пакету посмотрим. Средняя температура при работе 60, 59, 60. Пиковые значения в блоке работы с графикой у нас доходило, давайте посмотрим, 78, 79, 80 градусов единичный пиковый момент, и даже при рендеринге видео он доходил там 69-70. В среднем блок у нас рабочих каких-то приложений 65, 67, 54, 53 до 70 градусов. Это для мини-ПК хороший показатель. То есть я считаю, что в принципе, как рабочий мини-ПК он получился неплохим. Что на нем еще можно делать, мы сейчас посмотрим. Именно по CPU Z мы видим, что это у нас Intel Core, Alder Lake, Intel N150. И тут уже все совсем по-другому. Не так, как в N100, в том плане, что мы видим другие множители, совсем другие множители. 10-нанометровый, 4 ядра, 4 потока. У нас здесь PCI Express 3 шина. Память у нас, само собой, одноканальная, 64-битная DDR4. И побенчить данный процессор, я думаю, мы будем с вами, будет правильнее всего сделать это в AIDA 64. Там есть у нас нормальные математические тесты. Этот тест я обычно не люблю. А вот по видику он пишет, что он не знает данную видеокарту.
и нет никаких данных о ней, что самое интересное. И как в ней будут работать игры, тоже пока непонятно, пока мы их не запустили. Ну вот мы запускаем Checkmate, это сухая математика, здесь мы не увидим реально, мы увидим синтетику, реальные это больше фотоворксы при работе с графическими изображениями совместно с памятью, там будет больше интересно, более интересно. Но здесь все так же самое, они держатся на уровне выше 16-ядерного атома, либо 6-ядерного Core i7-990 и практически вот на одном уровне с Core i7 3960X 6-ядерного, либо Core i7 4930K 6-ядерного. Это то, что касается сухой математики и проца. А если брать уже вот этот вот фотоворкс тест, это когда он берет, здесь учитывается и память, быстродействие шины, потому что он сначала выгружает 10 изображений в память, потом начинает с ними производить некоторые действия, потом производит рендеринг и выгружает из памяти, и засекается общее время этого всего процесса. И вот здесь вот уже влияет роль и обвес, и шина, и память, и частота. Вот здесь сейчас посмотрим реальные результаты. Здесь будет выше, скорее всего, чем вот этот вот 16-ядерный атом, что в принципе и подтверждается. Давайте посмотрим. 8-ядерный FX 8350 обгоняет. Так, 4-ядерный Core i7 965 и чуть не долетает буквально на 1 балл до 12-ядерного Opteron. Слушайте, это примерно тот же самый уровень на самом-то деле. Вот он, Core i7 4770, тут какие-то единицы баллов. 6-ядерный Core i7 990. Для работы это более чем нормальный мини-ПК. Вполне нормальный. По диску стоит у нас здесь SSD-шник 512 на SATA 600 сериал. То есть, конечно, было бы лучше, если бы... Давайте язык поменяем. Если бы здесь стоял M2 NVMe. Но у этого всего действия есть один большой плюс, он не греется. SATA диски не греются. Ну давайте запустим быстродействие, тест и проверим. Ну здесь можно даже можно не обновлять. Давайте я пообновляю чуть-чуть. Смотрите, у нас он поднимется 31 градус. SATA диски не греются вообще. Ждем. Ну здесь ожидаемо 550 мегабайт в секунду, не мегабит, не путайте, это мегабайты, их нужно еще умножать на 8. И здесь у нас получается максимально возможное быстродействие для SATA 600 интерфейса. Ждем конца теста. О, смотрите, 562 на 506. Вообще абсолютно адекватный тест для SATA 600 интерфейса. Никаких других тут моментов быть не может, ничего не грелось. Из того, чтобы проверять что-то, для того, чтобы можно ли на нем печатать, нельзя на нем печатать, либо что-то калькулировать, какой-то офис. Это вообще несусветная глупость, да, загрузили, печатайте. То есть это в обзоре уже даже указывать не надо. Сейчас любой процессор справляется с офисными приложениями. Давайте попробуем, насколько он нам подходит, допустим, для развлечений. Давайте мы с вами включим ютубчик и посмотрим, насколько он тянет какие-то интересные такие вещи, как YouTube 4К. О, YouTube скачать. Вот это я выбрал. Молодец. Так, пошли. Дикая река. Все знают этот ролик. Это топовый ролик, который я делал специально для тестов таких устройств. Разворачиваем на всю. И смотрим статистику для сисадминов. Есть базовые дропы при развороте. И все, они должны остановиться. И наблюдаем. Какие-то базовые есть. 4К 60 FPS. Да нет, слушайте, все отлично идет. Все супер. То есть 4К видео вы здесь можете смотреть, но в тесте было 4К 30 FPS, фильмы обычно идут в 24, но я не вижу препятствий для просмотра. К тому же мы тестируем на Edge, если будем тестировать, допустим, в том же Google Chrome, будет все намного еще интереснее, потому что у Edge чуть проблемы с оптимизацией. То есть 4К он декодирует вообще без вопросов, и можно смотреть. Те же самые какие-то там онлайн ресурсы, ну я в частности проверяю обычно на Megogo, у них нормальный OTT поток, я могу зайти, допустим, посмотреть какие-то телеканалы, даже в бесплатной версии есть у нас телеканалы. Давайте, поехали, смотрим. HD канальчик, Full HD, отлично. Давайте, переключается все быстренько. Так, Супер Мама, один на всех. Орел и Решка, смотрим. Ну, ребят, у меня вопросов нет. То есть вы можете здесь браузить, вы можете здесь, допустим, там на входе остановиться. Давайте откроем какие-то новости, подробности UA. Ну, давайте открываем.
Слушайте, все быстренько грузится, да? Вот реально быстренько. То есть, если вы не видите, то, ну, ребят, при этом проигрывается телеканальчик. У нас что-то с вами здесь еще, и мы просматриваем какой-то сайт, поэтому и для браузинга, и для веб-просмотра вообще подходит. Мне интересно еще посмотреть, конечно же, производительность... Ой, нет, это мы уже запускать не будем. Производительность сетевых модулей. Мне интересно, какой тут модуль 32. Сейчас мы посмотрим 134 3000. Сейчас мы посмотрим, насколько он себя показывает. Давайте 3001. Проверяем с нашего тестового сервера и получаем через Wi-Fi 5 ГГц. Ни много ни мало, тут под 400 мегабит. Я вам объясню, это сразу могу сказать, что это, скорее всего, Wi-Fi 5. А ну-ка, сейчас мы посмотрим. Параметры сети 364. И сейчас увидим, насколько там. На 300 100% будет. А ну, давайте, на 300. Кто там пошутит в комментариях? А ну, давайте, шутники сейчас набегут. Начнут. Сказал 300 и пошли-поехали. Кто знает про такую шутку? Лиса знает про такую шутку. Сейчас она в меня что-то кинет. И вот оно полетело в меня. За нас знают хорошо трактористов. Короче, 5 ГГц, 36 канал, 433 мегабита в камеру попало. 433 мегабита у нас коннект. Это, в принципе, 5 гигагерцовый Wi-Fi 5. Ну, есть как есть. Давайте попробуем 2,4 ГГц диапазон. 364 на 288. Так, смотрим, как 2,4 у нас подключилось. Ой, у нас тут переподключился Steam. 2,4 в WAN диапазоне, 150 мегабит канальная скорость коннекта. Ну, смотрим фактическую. 90 на 90, 2,4, отлично работает. Тут как бы вопросов нет. Хорошо, давайте так. Теперь давайте попробуем во что-то поиграть. Ну и, кстати, смотрите. Играю на минималочках в Tomb Raider. Не в самый последний, скажу я вам. Это Tomb Raider достаточно старый, но то, что тут играть можно... Сейчас тут, короче, волчки пойдут. Ну, давай натягиваемся. Волчок выходит и получает трындец. По башке второй волчок. И второй тоже у нас получил просто-напросто в голову. Но все работает. А теперь давайте. Смотрите. Комп за минимальные деньги. При этом этот комп работает в рабочем плане, можно во что-то поиграть. Я не говорю, что это игровой, никогда не скажу. Но вот, например, там вот в такие игры по типу Tomb Raider, StarCraft, например, тоже на минималочке вы можете играть, пожалуйста. Но, опять же, не стоит рассчитывать, что это будет там, я же говорю, какие-то игры по типу там что-то тяжелого. А ну давайте. Смотрим, что мы тут делаем. Просто играем в StarCraft. Как есть. Как есть, как есть. Слушайте, для чего может подойти? Для, допустим, офисов, для домашнего использования без притязательств на те же самые там тяжелые игрушки. Можно играть, кстати, на такой штуке можно играть спокойно в GeForce Now игры. Вообще не вопрос. Либо поиграть, например, в Diablo 3, тоже который, кстати, здесь работает вполне прилично. Он даже на N100 работает отлично. Я тут играл некоторое время. Просто так, по фану, видите, у меня тут есть даже определенного уровня перс, да, там и я играю. То есть я не скажу, что этот мини-ПК за его деньги он плохой, но это все работает. Слушайте, я вообще готов прорезюмировать данный мини-ПК. В качестве выводов скажу, я могу это рекомендовать, но вот честно скажу, что на Алиэкспресс варианты есть дешевле. Вот, ну, я был бы нечестен с вами, если бы я этого не сказал. То, что сам по себе Ismagic сделан более-менее добротно, но меня смущают немного китайские компоненты, которые там стоят, потому что даже в тех же самых там, в чем там, нинкерах там стоят более-менее брендовые какие-то компоненты. Здесь у нас просто китайские компоненты. Вот я даже не знаю, таких брендов никогда не видел. Но сам факт того, что он работает, достаточно быстро работает, предустановлена винда, свои функции выполняет, и здесь стоит реальный Intel N150. Поэтому мы вам все показали. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.